В этом видео я расскажу вам о китайской копии Тоа Иника Джалера и пираке Рейдека, а также о трагедии, которая случилась сразу после стрима. Приятного просмотра. Сначала немного предыстории. В прошлом видео я рассказывал о пиратских биониклах от фирмы Город Мастеров. Ой, бля, смотри, какой это, инопереселенец. Ой, ты с какой планеты прилетел, гондон? Я был немножечко раздосадован. Блять, пиздец, дебил, пиздецок. Ведь внешний вид Джалера чуть-чуть отличался от заявленного на картинке, о чем Город Мастеров учтиво предупредили на задней стороне коробки. Да и знаете, отличался-то не сильно так. Огненный то, водный, какая к черту разница вообще? Также было известно, что есть еще канистра с Халли, что привело к логичному вопросу. Кто я? Таким образом, я и зрители заключили сделку. Если этот видос наберет хотя бы 1500 лайков, я прям сразу пойду, куплю этот набор, распечатаю его вместе с вами, и мы посмотрим, что же там было. Необходимое количество лайков набралось за 3 дня, и я сразу же заказал себе Халли и бонусом пираку Рейдека. Их обоих я открыл и собрал на стриме, попутно отвечая на ваши вопросы. Ивантос не голубой. Я, да, Ивантос нет. Мы, кстати, очень лампово и круто посидели, посему было принято решение вернуть эти самые стримы. Жду вас каждую среду в 19:00 по Москве на своем обновленном Twitch канале. Первая ссылка в описании, не ошибетесь. Теперь перейдем к фигуркам. Тоа Джалер является лидером Тоа Иника, а позже Тоа Мари. Хоть Джалер и является отличным тактиком и ветераном многих сражений, он все равно совещается с другими Тоа, прежде чем начать битву, дабы не повторять ошибки лидеров предыдущих команд. У Джалера сильно развито чувство справедливости и ответственности. Он известен своей храбростью, готов делать все, что приписывает ему долг, даже пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти товарищей Тоа и великого духа Матануи. Однажды он даже сделал это. Оружие Джалера Иника — энергетический огненный меч и метатель сфер Замар. Он обладает стандартными силами тепла и пламени, как и любой Тоа огня, но в дополнение к ним способностью создавать молнии, пронизывающие его пламя. Его маска — Канохи Каликс, маска судьбы. Как и у остальных Тоа Иника, она органическая. Джалер от Города Мастеров не воняет. Прозрачные детали все еще на удивление хорошо выполнены. Шея Джалера сильно скользит внутри шарнира, то и дело вылетая из него, что бывает очень неудобно. Удручает цветовая гамма. То, что палитра в целом темнее, это стандартная история для большинства подделок. Но вот маска действительно разочаровывает. Простите, я учился на дизайнера 4 года, поэтому я не могу цвет определить. Как говно с кровью, если честно. Меч Джалера светится зеленым, как и должен, но сам выполнен из серого пластика, а не золотого. Что странно, ведь броня на груди имеет правильный цвет. В общем и целом, фигурка все еще добротная. Более темные детали сильно контрастируют с прозрачными, и в чем-то это смотрится даже покруче оригинала. Но вот маска действительно сильно портит общее впечатление. Рейдек самый сильный и выносливый из пират. Он наслаждается разрушением, поэтому ломает и портит все, что только можно. Он великолепный следопыт, сообразительный и хитрый индеец, но обычно чувствует себя достаточно сильным, чтобы побеждать врагов, особо не заморачиваясь с планами и ловушками, поскольку, помимо всего прочего, он крайне нетерпелив. Обладает возможностями инфракрасного и теплового зрения и имеет необычную способность адаптироваться после каждого поражения, поэтому Рейдека невозможно победить дважды одним и тем же способом. Способен контролировать элементарную силу Земли, но только в паре с другим Скагди. Рейдек был выпущен как канистровый набор в составе серии пираков в первой половине 2006 года. Набор состоит из 42 деталей, в том числе 4 сфер Замар. Поддельный набор содержит только 2. На самом деле не вижу в этом особой проблемы, так как держателя у пирак все равно нет, а значит переносить они могут только 1 сферу за раз. Разве что 2 сферы все-таки легче потерять, чем 4. Помимо метателя сфер Замар, Рейдек вооружен циркулярной пилой, на ручке которой закреплена Дверь, блять, охуенно. Рейдек вооружен циркулярной пилой, на ручке которой закреплена дрель, способная превращать грунт в зыбучий песок. Резиновая деталь китайских пирака несколько отличается от оригинальных. Во-первых, тут уже присутствует характерный запашок, что не есть хорошо, ведь это главный признак плохого качества и токсичности резины, из которой она сделана. Во-вторых, она куда более мягкая. Что странно, ведь те же маски Иника были куда жестче оригинальных собратьев. С одной стороны, мягкость резины увеличивает подвижность фигурки. Да, руки пирака обычно довольно сильно скованы, и поднимать их вверх зачастую просто неудобно. Здесь такой проблемы нет, однако шипы гнутся в разные стороны, что выглядит, честно говоря, отстойно. Да и
Лицо Пираки держится плохо, прилегает неплотно, от чего появляются некрасивые зазоры. Конечно, кто-то может сказать, что прилегающие маски это навязанный социальный конструкт, но я не согласен. Я знаю, что это их лица. Называю их масками исключительно в рамках конструкции, окей? Глаза горят нормально, может даже поярче, чем у оригиналов. А вот череп совсем не светится. Сколько бы я его ни заряжал, ни намека на зеленое свечение. Так как сама по себе фигурка состоит из черных и золотых деталей, цветовая гамма практически не отличается от оригинала и не вызывает никаких нареканий. А вот пила опять же сделана из серой пластмассы вместо золотой. Возможно, вы задаетесь вопросом, почему тазобедренная деталь Рейдека желтая, а не серая, как должна быть. Сейчас расскажу. Именно с этим и связана трагедия, произошедшая после стрима. Когда я ставил его на полку, я почувствовал, что шарнир левой ноги не фиксируется и очень легко крутится. Я удивился, ведь детали города мастеров очень туго крепятся друг к другу. Оказалось, что проблема в соединении, которое в конечном счете просто отломилось. Злая ирония. Рейдек любил все ломать, но в итоге сломался сам. Если бы мы знали, мы б тебя поймали. Именно об этом я и говорил в прошлой части. Да, детали Лего тоже ломаются, особенно в этих местах. Особенно та самая бракованная партия. Но они все равно надежнее, и даже сломанные соединения все еще могут удерживаться на шарнире. В то же время у китайского Рейдека нога отвалилась с концом. Тут поможет только клей, и само собой играть с ним уже не получится. Рейдек продержался у меня чуть больше часа, при условии, что я даже не играл с ним. Все, что я смог сделать, это посадить его на канистру во время стрима. Предлагаю в комьюнити Биониклов новый мемас, типа, чтобы там сажали не на бутылку, а на канистру. Как говорится, скупой платит дважды. Допустим, оригинальный Рейдек стоил 800 рублей, когда вышел, а китайский 400. Так вот, вместо того, чтобы сэкономить 400 рублей, я их просто просрал. Парадокс китайского Рейдека. И если хотите знать мое мнение, оно того не стоило. Ну а с вами был Демон Клэш. Всем доброй ночи. Погодите, чтобы не заканчивать на такой уж совсем депрессивной ноте, такой вам вопрос. Хотели бы вы обзор на промо-материалы по Биониклам с мини-сидюков, которые шли вместе с наборами? Обязательно напишите в комментариях, что думаете насчет этого. Пока!